Всем привет! Давайте устанавливать NiFi Registry. А зачем, спросите вы? Скажу так. Одна из причин лежит на поверхности, и вы узнаете о ней в сегодняшнем ролике. Тем временем, открываем браузер и ищем Registry. Переходим на официальный сайт. Далее находим необходимый дистрибутив. Скачиваем и распаковываем. Тут нужно упомянуть об одной особенности. Windows не поддерживается. Но есть же виртуалки. Открываем директорию и из консоли выполняем команду NiFi Registry sh start. Почти мгновенно сервис станет доступен, и мы можем открыть визуальный интерфейс. Но предлагаю сначала проверить, какой порт указан по умолчанию. Открываем директорию conf и файл NiFi Registry Properties. Ищем строчку порт, видим значение 18080. По желанию можем поменять на другой порт. Теперь возвращаемся в браузер и вводим localhost 18080 NiFi Registry. Подчеркну, что указывать NiFi Registry необходимо обязательно, иначе будет 404 ошибка. У нас открылся пустой интерфейс Registry, что он из себя представляет. По сути, это каталог версионируемых потоков из NiFi. Ну что ж, создадим один. В правом верхнем углу переходим в настройки, создаем один бакет, закрываем окошко. После этого становится доступна кнопка Import New Flow, нажав на которую мы можем вручную импортировать поток. Но мы с вами этого делать не будем, мы сделаем через сам NiFi. Кто его еще не устанавливал, сверху будет ссылка, как это делается. Итак, открыли интерфейс. Видим набор процессоров. Давайте теперь включим для них версионирование. В первую очередь нам необходимо указать адрес NiFi Registry. Для этого переходим в настройки и открываем Controller Settings. Там нас интересует вкладка Registry Clients. Нажимаем на плюсик, заполняем имя и адрес, а затем сохраняем. После этого создадим новую группу, потому что Registry позволяет версионировать только их, а в нее поместим имеющиеся у нас процессоры. Затем нажимаем правой кнопкой по группе и видим новый пункт Version. Выбираем Start Version Control. Откроется форма сохранения. Здесь вы можете выбрать из справочника требуемый бакет, то есть каталог, имя потока, его описание и добавить какие-то заметки по текущей версии. Что-то напоминает? Да, это же гид для NiFi. После успешного коммита NiFi отображает зеленую галочку рядом с названием группы. Давайте вернемся обратно в интерфейс Registry и посмотрим, что будет там. Видим, что у нас появился каталог Super Bucket. Если нажать по строке, то отобразится его описание, включая все ревизии. На этом сегодня все. В следующем видео мы более подробно разберем с вами способы импорта и экспорта процессов, включая несколько вариантов с использованием NiFi Registry. Если было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!